Попробуй поехать на север. В той стороне я ни разу не видел дронов. Капец, он длинный. Я очень рада, мистер О'Флафферти. А? Кажется, у нас гости. Давайте пригласим мистера космонавта выпить чаю с нами. Чего? О, жизнь бомжа в машине. Если это не идеальное описание моей будущей жизни, когда я уйду из бункера, то, наверное, лучше описание не придумать. Да, у нас действительно появилась машина. И да, в этот бункер вот-вот придет организация. Давайте не будем медлить, начинаем побег. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. А еще у меня есть прикольная идея. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата, сезон, в котором мы скрываемся. Да-да, если говорить коротко, то помимо бункера у владельца этого места была еще и супер герметичная машина с фильтрами. Машина найдена, работает на бензине, и да, она реально не пропускает заразу. Учитывая тот факт, что сюда вот-вот придет организация, наверное, надо как-то переезжать в машину, но у меня крутые новости. Вы в комментариях написали мне: офигеть, какую офигенную идею. Суть в том, чтобы попробовать сфотографировать смотрящего. И тут до меня доходит, у меня же реально есть пленка. Работает по принципу достал, сфотографировал, все, никаких лишних действий. Эй, смотрящий, может быть, это появишься, пожалуйста. Так, ладно, Лолошка, давай так. Вероятно, это последний раз, когда я просыпаюсь здесь. Не хочется в это верить. Да, у меня теперь есть машина, в которой я могу быть в безопасности, но в бункере-то у меня исследовательский модуль, теплица, холодильник, зарядка для костюма, в конце концов. Ладно, я в любом случае уже выдал себя. Нет пути назад. Надо заканчивать и проваливать. О, стоп, подожди. Ничего себе. Блин, а это гениально! Спрятать в прунусе. Ну да, конечно. Лаи опять нет. Но в этот раз я даже почти рад. Не придется ничего объяснять. Ага, спрятать в прунусе и... Я на самом деле до этого бы не додумался, клянусь. Будем сюда приходить. Так, хорошо. Ой, пожалуйста. Надеюсь, Лая не будет это трогать. Угу. Просто, а что насчет сундуков? Всякие там вещи. Отлично. Теперь забрать все самое необходимое и в путь. Все? То есть, получается, когда речь шла про следы и заметание следов, говорилось про писанину, которую оставила Лолошка. Окей. Заберу самое необходимое и в путь. О, черт, это очень страшно. Я не знаю, просто боюсь сделать какой-то неправильный выбор. Кстати, с пониманием того, что мы здесь долго не будем появляться, давай-ка на всякий случай вот это проверим. Уткар медицинский модуль, привет. Вот, атака. Ни разу не прокачивал атаку. Нам по-любому что-то против дронов понадобится. Броня защищает на 5% лучше. Заблокировано. Вот, закалка. Любое оружие ближнего боя наносит на 10% больше. Ну, извините, я стреляю, но так и быть, давай. Что? У меня было 5 очков, стало 0? Это, наверное, визуальный баг был. Да, это был визуальный баг, потому что у меня не могло и 5. Типа, я же не прокачивал 25 уровней. Блин! А зачем я тогда прокачал это говно? Я чувствую себя сейчас самым обманутым человеком. Что у нас еще? Медицинские расходники быстрее восстанавливают здоровье. Разрушение блоков при недостатке запаса сил больше... Не несет риск повредить руки. Рабочий стаж. Требование 25 здоровья. Я наконец-то смогу копать и не думать о том, что у меня может повредиться рука. Да, 25 здоровья и 25 ловкости. У меня здоровье 11 и ловкость 15. О, это будет невозможно. Это слишком дорого. Давай думать, сюжетные предметы, какие понадобятся? Допустим...
Книга-артефакт? Вообще, по сути, организации плевать на эту книгу, на Тадмавриэля, на церковь и так далее. Наверное, главное не спалить вот этот значок, так что мы его берем. Далее, не знаю, фотоаппарат. Здесь вроде бы ничего не палится. Вообще, скорее всего, они и так понимают, что я в этом бункере. Как минимум, они могут понять по дрону, там же все записывалось. Но мне нужно дать им понять, что я отсюда ушел и больше никогда не возвращался. Типа, в итоге мне нужно на сколько сбежать? На день? 2? 5. Кстати, некоторые в комментариях попросили, чтобы я читал все описания уток. И я тут подумал, мы читали все 4, кроме вот этих 2. Ну-ка, утка ошибка. Не удалось найти путь к файлу DuckFemGDH. Подожди, что? DuckFem? Ладно, допустим, если вы это расшифруете, то вы молодец, я не понимаю. Глиняная утка. Это не должно было быть в кадре. Знакомое лицо, мой единственный собеседник. Самая первая утка. Резиновая. Скафандр надеваем, еда есть, отмычка. Блин, мне так страшно еще не было, правда. Я прям боюсь отсюда уходить. Ну, вроде бы да, можем идти. Ключ от машины. Патроны. Да, патроны тоже взяли. Погода у нас хорошая. Ну, поехали. Так, ладно. Не уверен, что выживу без бункера, но выбора у меня все равно нет. Блин, тут дело не в выборе. Тут дело в погоде. Она все заруинить может. Я же даже дронов нормально не увижу. Получается, заводим. Ага, далее садимся. И теперь надо понять, сейчас очень-очень много чего нужно обустроить в жизни. Для начала найти место, которое я мог бы считать своей стоянкой. Да, хотя бы временной. Подальше отсюда. Где-то, где я мог бы парковаться и спать относительно спокойно. Думаю, лучше всего вообще уехать из города. Так будет безопаснее всего. Попробую поехать на север. В той стороне я ни разу не видел дронов. Надеюсь, меня никто не засечет. Ага. Так, а север это у нас в ту сторону. А, у меня партиклы есть. Вот оно. Показывает, куда ехать. Я понял. Ладно. Вот он север. И там туннель. Тот самый. О боже. То есть мы прям реально уезжаем из города. Капец, он длинный. Ага, во, конец. И что у нас здесь? Что это у нас? Человеческое поселение Блумколь? Человеческое. Понятно, как всегда. Хотя, какая уже разница? Все равно здесь не осталось никого, кому можно было бы рассказать об ужасных последствиях сегрегации и убедить, что нужно что-то менять. Тем не менее, есть надежда, что я смогу найти в этом поселении что-то полезное. Наверное, для начала попробую осмотреться, прям не выходя из машины. Так, ладно. Ну, у меня тут уровень радиации 1, и давай осмотримся. Это у нас что-то типа реально пригорода, какой-то деревушки. Здесь все ухожено. Детский садик какой-то. Ну, точнее, детская полянка. И... Блин, признаться честно, я не совсем понимаю, как мы в итоге где-то осядем. Типа, мне скорее не пригород нужен, мне заправка нужна. То есть, мне просто нужно бесконечное топливо. Так, в итоге я могу выйти, и тут все еще первый уровень. Давай посмотрим, что же эта деревенька может предложить мне. Хотя, нет, это скорее не деревня. Это богатый пригород. Очень уж все аккуратно и ухожено. Наверное, здесь жили семьи с детьми. Родители хотели, чтобы дети дышали чистым воздухом и могли безопасно играть на улице. Ну, может быть, хорошо. Но, тем не менее, это все нелогично. Типа, понимая, что мне нужно, дабы переждать организацию, я прихожу к мысли, мне нужно топливо. И топлива у меня нет, просто по нулю. Кстати, заглушить машину. Все, тихо. Кстати, это пикап. А я могу сюда что-то положить, интересно, как-нибудь? Типа вот так вот нажать. Настолько? Зараженная утка. Найден коллекционный предмет. Блин, то есть я мог сложить сюда какие-то вещи. Ну ладно, я не знал, я правда не знал. В итоге зараженная утка, наверное, посиди-ка здесь. Давай зайдем в какой-нибудь рандомный дом. Тут у нас веревка, молоток, двери открыты. Кухонка. На 2-й этаж поднимемся. Возможно, я, кстати, найду еще какую-нибудь уточку. Но пока что я нахожу чисто типичные ресурсы. Большой постер. Щелкните правой кнопкой мыши без оружия или используйте форма гаечного ключа для переключения. С чего? Типа вот так. Ну ладно. Салфетка, консервированный суп. Это все чудесно и прекрасно, но я бы хотел реально сейчас не думать о том, что у меня топливо закончится. Что мне делать? Где тут какая-нибудь стояночка? Здесь у нас... Мишка какой-то... Ой.
А, ой, подожди, реально? Прям к Мишке? Это воспоминание. Мистер О'Флафферти, спасибо большое, что оказали честь прийти на мое скромное чаепитие. Ну что вы, мисс Элизабет, это для меня честь, что вы меня пригласили. Не хотите ли имбирного печенья, мистер О'Флафферти? С удовольствием. О, правда? Я сама его испекла. В этот раз, кажется, неплохо получилось. Вот. Действительно очень вкусное печенье. Спасибо большое, мисс Элизабет. Я очень рада, мистер О'Флафферти. А? Ой, мистер О'Флафферти, кажется, у нас гости. А давайте пригласим мистера Космонавта выпить чаю с нами. Что? О! Чего? Это что сейчас было? Это только что был я? В этом чертовом воспоминании был я? Нет, не может быть такого, Лолошка. Думай, не паникуй. Это... Скорее всего, это был настоящий владелец бункера, да. И... Он ведь действительно знал, что конец света наступает. Смотреть на все эти смерти раз за разом и пытаться оставаться к ним равнодушным, искать в этих воспоминаниях крупицы информации, все это ощущается так неправильно. Нет, я не могу ясно мыслить. Нужно добраться до машины и отдышаться немного. Это что сейчас было? Иди к черту. Нет, я не понимаю. Как это могло произойти? Столько существ погибло. Они же просто в воздухе буквально испарились. Вот только что они были здесь, жили своей жизнью, как ни в чем не бывало. И бам! Спустя секунду их уже нет. Но почему? Или, блин, даже зачем? Из раза в раз видеть эти бессмысленные смерти становится все тяжелее. Теперь еще и владелец бункера, безучастно смотрящий на происходящее. Мне нужно срочно, нет, даже немедленно выяснить, что здесь произошло. Если Лая не в карманном измерении сейчас, я снова пойду ее искать на улицах Силанквы. Мне наплевать, поймает меня организация или не поймает. Пусть попробуют. Но сначала... Прун! О, ну наконец-то. А вот и ты. Я уж думала, они нашли тебя. Искала тебя повсюду. Пришлось даже рискнуть и сунуться в город. Ты где все это время пропадал? Чего? Лая, да вроде меня не так уж и долго не было. Достаточно, чтобы я начала волноваться. О, волноваться. То есть теперь ты понимаешь, как я чувствую себя каждый раз, когда не нахожу тебя здесь, да? Ой, не надо, это сейчас совершенно другое. Я могу за себя постоять, и я понимаю, что происходит. Вот именно, Лая. И если бы ты мне рассказала, что знаешь, я бы тоже мог это все понимать. Опять. Ты нашел убежище? Что, уже? Ты правда думаешь, что это такое быстрое дело? Это же не просто дом. Оно должно защищать меня от заражения, иначе я умру. Заражение, говоришь? Ну да, заражение. А как еще это называется? Ну все, успокойся, Лолошка. Так и быть, я тебе расскажу что-нибудь. Но сначала ты скажи мне, где ты обустроился? Так, а чё это тебе так интересно стало? Ты же все равно не придешь ко мне, не? Рассказать Лае обо всем? Рассказать Лае без подробностей? Отказаться рассказывать? Нет, очевидно, сейчас я не хочу отыгрывать чувака, который подозревает Лаю, потому что, ну, давайте будем честны, ну, она не врет, ну, нет. Я не думаю, что тут идет какая-то десятистепенная многоходовочка, в которой все друг друга обманывают и бла-бла-бла. По предыдущей серии в целом понятно, что Лая может мне что-то рассказывать, поэтому вот эту степень доверия надо немножко повышать. Давай, расскажу все. Понятно. Знаешь, а ты вообще-то молодец.
Если честно, после того, как ты запер себя в музее, я сомневалась, что ты вообще с чем-то можешь справиться. А ты все-таки смог найти варианты довольно быстро. Так еще и мобильный вариант. Ты правда планируешь разбить лагерь в этом пригороде? Да, в Блумколе. Как ты думаешь, это безопасный район? Да, думаю, что да. По крайней мере, пока что. Окей, а вернуться в бункер я смогу когда-нибудь? Нет, ни в коем случае. Организация теперь не успокоится, пока не найдет тебя. Ты уехал из города, и это было правильное решение. Теперь постарайся не светиться и в город без особой нужды не возвращаться. А лучше вообще не возвращаться и на улице не показываться. Конечно, за городом относительно безопасно и все такое, если дроны тебя действительно не засекли. Но когда они поймут, что в том районе, где находится бункер, тебя нет, они начнут искать в других районах, а потом и за городом, понимаешь? Но, да, пока что можешь прятаться там. Дальше что-нибудь придумаем. Придумаем? То есть, мы теперь все-таки команда? Работаем вместе? Ой, это чтобы ты потом не говорил, что зря пустил меня сюда. Ладно, но ты обещала мне что-нибудь рассказать. И как будто сейчас пытаешься отвлечь меня. Только вот не знаю, специально или нет. Ну... Ладно, я понял. Лая, просто давай так. У меня есть один вопрос, на который ты просто обязана мне ответить прямо сейчас. Иначе я взорвусь, понимаешь? Иногда, когда я дотрагиваюсь до предметов, которые принадлежали жителям Архея, особенно если кто-то держал эти предметы в руках в момент катастрофы, я вижу... Блин, не знаю даже как назвать тебе это... Картинки, знаешь, видения, воспоминания. В общем, я вижу, что происходило за пару минут до исчезновения всех этих существ. Например, я вижу, как играли дети, общались взрослые, студенты пытались найти литературу для исследовательской работы. Ну, в общем, такие обычные бытовые сцены. Каждый раз все эти существа, которые не подозревали о катастрофе, они все внезапно исчезают. Просто превращаются в туман. Пойми, Лая, я просто больше не могу на это смотреть. Откуда берутся эти видения? Почему я их вижу? Ладно, я знаю, что ты не любишь выдавать много информации за раз, поэтому я сейчас спрошу только об одном. Расскажи, что произошло со всеми этими существами? Ох. Ну, Лая, пожалуйста. Я вижу, ты настроен серьезно. Ладно, хорошо. Я попробую рассказать тебе как можно больше. Все, что могу тебе рассказать на данный момент. Но перед этим скажи, есть ли у тебя у самого версии, что здесь могло произойти? Ну... Кто-то из тех существ, которых я видел в этих воспоминаниях, говорил о войне. Так. О назревающей войне между людьми и эльфами. И вот, кажется, об этом что-то писали в газете, поэтому я... Все, ладно, не продолжай. Ты правда думаешь, что дело в войне? В войне между местными расами? Ну, нет, я не думаю так, но... А какие могут быть еще версии? Это была хотя бы зацепка. Ну ладно, я тебе сказала, и мы выяснили. Это не война. Что ты еще успел заметить? Ну? Я так понимаю, источник этой катастрофы внешний, верно? Это не война между местными расами, но и при этом не результат действий жителей этого мира. Верно? Верно. Я бы, конечно, похвалила тебя за догадку, но это же было слишком очевидно. Еще какие-то версии? Да блин, ну... Межгалактическая война? Черт, ложка. Так, давай, пожалуйста, серьезно. Да нет, ну я правда, межгалактическая война? Я серьезно. Тут могло ж произойти буквально что угодно. Давай по-другому. Ты более ничего не замечал в своих видениях? Так. Да нет, вроде бы не замечал. Все по одной и той же схеме. Архейцы занимаются своими делами, ни о чем не подозревая, и внезапно испаряются, оставляя после себя еще и странный туман. Туман, который очень похож на... Стоп. На что? Ну? Лолошка, на что он похож? Да, я просто... Мой старый приятель Смотрящий. Помнишь, я упоминал его? Он появляется и исчезает в таком же тумане. Это тот, которого видишь только ты, да? Так ты про него и не рассказал, кстати. Да? А ты мне так и не рассказала, что здесь произошло. Ну так давай, попробуй еще немного поразмыслить на досуге. Сам. Что?
Но, Лая, ты же мне вообще сейчас ничего не рассказала! Ой, Лолошка, пойми. Сейчас ты слишком мало знаешь, чтобы я могла что-то рассказать. Чего? Ох, ничего. Просто иди займись своим убежищем. У меня тоже есть дела. Поскольку организация отправила меня в бессрочный отпуск, а вместо отпускных решила оплатить мне билет на тот свет, я буду здесь гораздо чаще, Лолошка. И я буду как раз таки заниматься делами. Можешь не спрашивать, какими. Я тебе все равно не скажу. Реально? Ну хорошо, ладно, она мне сказала очень хорошую фразу. Сейчас, ты слишком мало знаешь сам, чтобы я могла что-то рассказать. Да, эта фраза имеет место быть, потому что если она начнет что-то мне повествовать, это скорее запутает меня. Типа, я начну воспринимать информацию не так, как должно. И меня, конечно, все еще интересует, что она не знает про смотрящего. Это интересно, а кто ж такой смотрящий-то, черт возьми? Может быть, они знают, но просто они называют его не смотрящим, а как-то иначе. Типа, время. Это все, что я придумал. Поболтать мы в итоге не можем. Окей, во всяком случае, она не отказывается мне что-то рассказывать. Это уже приятно. Но она расскажет мне только тогда, когда я сам подумаю. Попробую еще немного поразмыслить на досуге сам. Но я пытаюсь, как бы, типа, меня скорее путает вот этот момент с девочкой. Типа, она обращается ко мне в другой временной линии. Или что это, блин, было? О, кстати, а ты ничего не скажешь про это? Вообще по нулям, реально? Не волнуйся, Лая, у меня есть фотоаппарат. Если сейчас появится смотрящий, я тебе его сфоткаю, а потом как покажу. Перед этим малус. Угу. И у меня минус 46%. Блин, неприятно. Давай-ка, наверное, залезем. Очень много и одновременно очень мало информации. Но переваривать я ее все-таки буду потом. Теперь вопрос моего выживания стоит гораздо более остро и требует еще большего внимания. К себе же. Ага, ладно. Так, машина, кстати, не заведена. Заведем. Все. И как же мне сейчас хранить этот заряд? Если я не найду заправку, топливо, ну или хотя бы экстренные аккумуляторы, то, ну, я пропал. Просто буквально взял и пропал. Так, погоди. На всякий случай. Все. Здравствуйте, домик на отшибе. Вы-то, может быть, что-то мне подскажете, что-то дадите. Беда только в том, что этот любой дом будет заражен абсолютно так же, как и все другие. Опа-на! Так, аккумулятор. Я, наверное, даже прямо сейчас использую. Давай, давай, может быть, топливо. Тут у нас, кстати, верстак инженера. Можно, если что, что-то покрафтить. А здесь еда, которая... Подожди, еда с запашком. Типа... Вы понимаете, о чем речь, да? Это не испортившаяся еда, это не гниль. Это имеет значение или нет? Пока, честно говоря, непонятно, но то, что мы видели еду, это прикольно. О, грецкий орех. И давайте, наверное, мы сейчас не будем смотреть на все эти сундуки. Я реально попробую... Дождь закончился! Ох ты ж, батюшки, вот это приятно. Вот это шикарно. Я хотел сказать... Блин, что я хотел сказать? А, да, я хочу найти топливо. Сидеть в машине куда выгоднее, потому что тратится меньше топлива, нежели заряда. Здесь вообще по нулям. Это какой-то садик. Здорово. Нет. Тоже нет. Блин, ну неужели я не найду вообще ничего связанного с топливом? Ну это прям обидно. Наверное, это прям редкий дроп. Потому что если так подумать, кто будет хранить топливо где-то дома? Консервный суп, кубок, кастрюля. До свидания. О, тут даже пляж есть. Приятно. Так, это... Что это? Ой. А, розовая ракушка, господи. Так, здесь у нас сапы. Привет. Сапы. О, реально. Экстренный аккумулятор берем. Канистра с бензином. О май гад. Целый литр, спасибо. Под сапами, получается, подразумевается лодка. Давай-ка сразу попробуем. Я же могу здесь плавать? Ну-ка. Да, да. Вполне обычно могу плавать. Это, конечно, все приятно, но бесполезно. Обязательно не просираем машину, заливаем топливо. И знаете, у меня ощущение, что мы можем на самом деле прокачивать эту машину. Типа, если я так нажимаю... то да, это будет инвентарь. Если я нажимаю вот так... Вот, нет, стоп. Вот так... Нет, характеристик никаких нет, обидно. Блин, на самом деле, знаете, что я сейчас хочу? Вот прям на полном серьезе. Я хочу вернуться и поубивать дронов. Я хочу это сделать только ради опыта. Если мне сейчас персонаж скажет то, что мне лучше туда не суваться, то окей. Но если он не скажет, то я, наверное, реально поубиваю. Мне почему-то кажется, что это не дурацкая идея. Типа, я беру вот сюда, приезжаю. Ага, тихо. Тихо, 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 тихо. Далее выхожу из машины, оставляю машину здесь. А, стоп, заглушить. И дроны, по идее, будут летать где-то в этом районе. О! Сразу же, давай!
Сюда! Тихо! Так, тихо, тихо. Сюда, падай! Ах ты ж, зараза. Опыт, опыт мне. Поболее, поболее. Спасибо. Я хочу заранее подготовиться к тому, что у меня нет места в инвентаре. Хочу прокачать много выносливости. Но мне обязательно нужно смотреть за радиацией. Так, сейчас уровень 1. Пожалуйста, дайте экстренные аккумуляторы. Нет. Аккумуляторы, аккумуляторы. Ну неужели по нулям? Как назло, дроны просто перестали появляться. Ни одного. Так, здесь уже 2-й уровень радиации. Дайте. Вот он, вот он, вот он, вот он. Хорош. Сейчас. Очень аккуратненько. Еще. Еще, давай. Аккуратно, не теряем ХП. Мне сейчас вообще все супер категорически важно делать спокойно, умеренно. Здорово, машина, далеко от тебя не уходил. Все, поехали обратно. Наверное, не будем сейчас испытывать судьбу, потому что, ну, мало ли это как-то обыграется. Мне почему-то кажется, что это обыграется, и я типа страдаю какой-то фигней. Я понимаю, что в бункер мне точно возвращаться нельзя. Все, вот здесь оставляем. Заглушаем. И абсолютно все дома, которые здесь есть, постепенно лутаем. Мне нужно как можно больше экстренных аккумуляторов. Еще 2 штуки, хорошо. Итого, у нас получается 8 аккумуляторов. Раз, 2 используем. Очень маленькие запасы, если так подумать. Я почти всю деревню эту обыскал. Ну или хотя бы половину домов. И вот у меня все, типа 60% в инвентаре. Если я потеряю, то потеряю навсегда. Так, залазим, заводим. И топливо тратится раз в сколько времени? Вот сейчас потратится и засекаем. Так. Ну, где-то 5 секунд, да, получается? У меня таймера нет, у вас на экране, ну, наверное, 5-6. А, и погоди, когда я езжу, топливо быстрее тратится. Типа, если я стою на месте, то мы можем в целом прям долго-долго так тратить. То, да, вот 79, уже 78. Если я прям ускоряюсь, о, 77, 76, 75, очень быстро тратится. Тогда, наверное, лучше ее припарковать и просто сидеть, отсиживаться, я бы даже так сказал. На всякий прописываем пронус. И проверяем, что у нас тут поменялось. Блин, почему, как назло, именно сейчас нет смотрящего? Это самое отвратительное. Именно в тот момент, когда я взял этот долбанный фотоаппарат. Кстати, Лая, не хочешь, чтобы я тебя сфоткал? Давай сейчас найдем какой-нибудь крутой ракурс. Вот так. Идеальная фотография, просто божественно. Правда, мне ее проявить надо. А как же я проявлю фотографию-то? Машину где-то здесь припаркуем. И, блин, я раздосадован одной мыслью. Типа, я на протяжении всего этого времени, я сейчас специально обыскивал этот город только для того, чтобы где-то его увидеть. Если вы думаете, что я обыскиваю ради металла или там ради другой пластины какой-то, нет, конечно, я могу даже вот так сделать и плевать. Хотя, может быть, я это зря сделал. Мне правда нужен смотрящий. И надо вспомнить, что, во-первых, машину надо глушить, черт возьми. А во-вторых, я могу складировать все внутрь. Да, точно, канистра сюда. Далее металл сюда. И все бесполезное опять же убираем. Что ж, непонятные воспоминания, где фигурирует человек с таким же скафандром, это уже интересно. С каждым разом эти воспоминания заходят куда-то не туда. Но я уверен, очень скоро мы поймем, что все это значит. Не забывайте, пожалуйста, ребят, про лайки. И вообще, почему я говорю все это, блин, здесь? Какой же я идиот! Стоп! Нет! Ребят, вот так намного лучше. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, не забывайте подписываться. Не теряем заряд костюма, 39% осталось, это очень мало. Обязательно следим за топливом и не забывайте также писать комментарии. Любая ваша поддержка — это, ну, огромный буст к мотивации. Поймите, над всем этим сезоном работаю, очевидно, не только я. Большая команда. И вся ваша поддержка, она, по сути, умножается. Спасибо большое. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и, черт возьми, машина. А самое главное, не наличие смотрящего. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока.